Привет, друзья! И снова мы с вами. А сейчас мы с вами прогуляемся пешочком до пляжа. А почему пешочком? Так как вы помните, что случилось у нас. Несчастье. Да, травма. Еще что из новостей? Вчера приехали, забрали байк. Вернее, мы позвонили отдать байк, потому что в любом случае неделя, а может и больше, управлять байком не сможем. Потому что если неделю, допустим, байк простоит, даже примерно, если там по 10 дней, по 300 там рупий, это 3000 рупий, ну, смысла тоже как бы за простой. И мы решили отдать. Да, без вопросов нам вернули 4200. Кстати, мы поменяли по задние колодки в байке. Я их специально не выбросил, а забрал у ремонтника. И мы отдали вместе с коробкой. Нам возместили деньги 350 рупий за замену. И получается, вернули нам деньги за полмесяца. Это 4200 вместе с тормозами. Пересчитали, да, он, конечно, взял по 350 за сутки. А так у нас обходилось где-то 200-250, наверное, примерно. Ну ничего, ему в любом случае посчитали, что это все равно выгоднее. Тем более после аварии повороты не работали. Ремонтировать, он слишком был немножко подубит. Ну, не немножко, так хорошо был подубит. Поэтому мы так подумали, поболеем недельку, походим пешком. Благо у нас продуктов запаслись мы. Ну, а через неделю, я думаю, мы возьмем байк, там, посуточно или на месяц. Ну, в любом случае, как бы, пока отдыхаем, пока у нас, как говорится, такая сиеста. А вон, смотрите, какой шатер. Здесь, возможно, будет свадьба. Или была свадьба. Не, навряд ли была. Была? Наверное, была. Была, но я что-то и не видел. Не, наверное, может будет. А вот, ребята, смотрите, прямо растут бананы. Прямо на улице. Смотрите, кого мы повстречали на своем пути. Наши гуси. Один в один, как наши. Скажи, а сколько у нас тут километров? Сколько мы засекали? Тут 1,8, наверное, 1,5 километра. 1,5, наверное. Посмотрите, как зелено. Идем, можно сказать, по джунглям. Вот одно, что хорошо, что очень много зелени. Комфортно идти. Ну да. Но сейчас температура 36 градусов. И время сейчас 3 часа, начало 4-го. Вот такие тоже вот хижины. Возможно, там тоже люди живут. Нет, там не живут они. Ну, в таких тоже бывало жили. И вот еще раз покажу кирпичи. Я уже, ребята, показывал. Это вот такие, как его назвать, ракушник. Они вот из породы высекают такие вот кирпичи, спрессованные ракушки. И с них все делают. Дома, заборы. Все. И провода над нами. Да, ну и провода. Ну это... Тут от них никуда не деться, потому что поначалу это был такой шок, а потом уже привыкли. Не знаю, конечно, как у них это электричество проходит, потому что постоянно то рвутся, то болтаются, то что-то на них падает. Ну такая не сильная техника безопасности. Вот я вам сейчас покажу столб. Посмотрите, как тут можно разобраться со всеми этими проводами. Тут, наверное, наш электрик не разобрался, только местный. И такой вот красивый дом. Вообще здесь таких вот улочек маленьких, ну, их всяких полно. Даже сколько вот находимся, даже до конца тоже не знаешь. Такие основные, по которым ездишь, ты уже знаешь. А вроде есть рядышком параллельно. Уже едешь. Hello. Будешь мороженое? Нет. Мороженое предложили. Звонить.
И люди на звук потом выходят и покупают мороженое. Справа тоже такие вот виллы. Вот, допустим, та вот параллельная улица, там машина проехала, там ни разу не видел. Если так вот, когда едешь на байке пешком и улицу не знаешь, все это пальмы, кусты, что-то новое, и вполне можно заблутать. Очень много этих улочек. Так, такие вот розовые виллы. И смотрите, подошли. Такой вот овраг. Громадный овраг. Я так понимаю, когда дожди, здесь это все бурлит, течет. От оврага сделали такой вот забор с листьев, с пальмовых. Такой, смотри, да, прикольно смотрится. Да, вот говорят, что вот на улице грязно, да, а вот внутри постоянно они все метут, убирают. Они такие, обувь снимать обязательно перед входом, обувь снимать. Они такие вот чистоплодные. Ну, понимаешь, вот я как-то задавал вопрос, говорю, почему у вас нету дворников, не убираете улицы? Мне просто-напросто отвечали, что а какой смысл убирать, когда идут муссонные дожди летом? Вся эта грязь, она просто-напросто потоком воды смывается. И смывается прямо в море. Ну, они как-то так это не особо берегут свою природу. Так это, берегите природу, мать ваша. Пакеты, пластика, очень много пластика, и это все море. А посмотри, как у них листья сейчас лежат, да? У них Такое очень... чувство, что у нас осень, да? Ну да, ну у Вот, них... вот сейчас вот мы идем, как будто бы мы с тобой у бабушки в деревне. Вот такое вот чувство, что мы вот реально у бабушки в деревне. У нас сейчас осень, листочки падают, а Конец они лета. еще их здесь палят. Да. Смотри, провода, можно дотронуться. А вот здесь, вот смотрите, только что вот говорил, что все смывается море. И вот в эту канаву, смотрите, сколько мусора. Это все сбрасывают, и потом потоком воды с этой канавы это все уходит. Вот еще такая ливневка. Уходит в море. Конечно, немножко они еще не умеют ценить и беречь свою природу. Жалко, жалко. Я просто наблюдал картину дня 3 назад, наверное, на пляже, когда индусский мальчик лет 10 бросал стеклянную бутылку в море, пытался, она приплывала, он все пытался забросить, чтобы она утонула. Отец смотрел на это, а замечания делали только русские туристы. После того, как бы еще подключился спасатель, и как бы достали эту бутылку, мальчику объяснили, что так делать нельзя. Вот, смотрите, идет вот откос канала, и весь этот хлам, это получается, он остается в канале, и он потом сохнет, не знаю, будут сжигать или просто-напросто тоже с потоком воды. Это вот, я так понимаю, вот эта хозяйка этого дома, и вот возле своего дома они решили прибрать. Так, еще одна такая лачуга интересная. Непонятно, то ли жилище, то ли дом, то ли сарай. И вот такой вот пальмовый лес. Тоже я обращаю внимание, что здесь за пальмами и ухаживают. Стоит автомобиль, привозят рабочих, и они как-то тут это так все подчищают, убирают, вот эти листья в кучу сносят. Не знаю, это может чей участок, поэтому убирают, или госслужащие, сложно сказать. Hello. Вот видите, индусы приветливые, всегда здороваются. А в таких вот синеньких таких штуках молоденькие пальмы тоже посадили. Как я говорю, вот такой вот лесок. И их вот посадили, ухаживают, понимаю, поливают. Хоть посмотрю, что здесь есть. На байке ты не успеваешь все смотреть. А то на байке как-то не так. Вот слева озеро, которое мы обходим, часто вам снимаем. Мы, кстати, вдоль его сейчас пройдем. Сейчас обойдем вот эту такую низину. Такая заболоченная месть. Да. Когда при сезоне дождей, это все это разливается, заливается, я так понимаю. Оттуда все стекает. Вот видите, сушит. А этот рис сушит. А куры стоят под навесом в тени.
И над ними кружит орел хочет. Или это ястреб. Их он не один. Как тебе без шлема? Не страшно, что кокосик упадет? Кстати, столбы поставили. Один уже поставили и уже снесли, я так понимаю. Тоже может какой-нибудь лихач на байке. А вот смотрите, какое интересное дерево. Тоже из семейства каких-нибудь баньяна, фикусовых. Отросток ушел в землю, а сам ствол пошел дальше расти. Или какая-нибудь такая большая машина зацепит. А провод такой толстый, не 220, может побольше каких. Ну да, ухожен, обкошен. Прям вот в зелени. Да, весь в зелени. Такой не маленький. И та сторона, получается, выходит на озеро, прямо на озеро. Отсюда вот озеро не видно, но окна выходят на озеро. Такая шикарная вилла. Вот проходим Алагуа, основной корпус. Это такое 3-4-этажное здание. А дальше идут там домики. Домики, конечно, здоровские, классные. Кстати, у нас обзорчик есть. Что если что, спускайтесь. В описании смотрите обзор отеля Алагуа. Пройдя Алагуа, проходим через отель. Вот Коконут отель называется. Так, и вот такой вот Чисто. отельчик. Он такой небольшой. Маленькие такие домики. Я так понимаю, домик, наверное, на две. На две семьи. Да. Вот увидите номера. А, да, 1, 2, 3, 4, да. Домик на 4, говорится. Вот видишь, 4 номера. первый, второй этаж. Ну, такой маленький, уютный, кстати. Чистый, ухоженный. По индийским меркам это Не, ну очень классно. бомба, конечно. А это, я так понимаю, ресепшн. Да. Ресепшн. Стояночка тоже есть для автомашин. Да, и вот такой вот отель после Алагуа. Коконат, наверное, или Кокону. Да, такой вот отельчик. Так что тоже рекомендуем. Пробираемся вот по таким вот зарослям. Решили по новому пути пройти к пляжу на байке. По этой дороге не доехать, а пешком вполне возможно дойти. Коконут, возле отеля Коконут. Да, такая красивая природа. Мне эти страшные столбы очень классно бы выглядело. Там небольшой такой ларечек стоял с сигаретами, сувенирами. Мы поднялись, и вот такой вот красивый вид открывается у нас на океан. Спустившись с горки, находится шейк. Это, ребята, шейк, где в основном русские туристы. Это Алагуа, Коконат. Они в основном вот здесь. Потом рядышком там отель. Забыл как. Тоже в основном преобладают русские, поэтому здесь шейк в основном одни русские. Слева еще вот есть там два шейка, где мы в основном останавливаемся, купаемся. Мы решили вот пройти этой дорогой. Видите, тоже благополучно можно дойти. Ну и смотрим. Сегодня суббота. Я думал, будет очень много туристов. В те выходные очень было много индусов. Ну, в эту субботу нормально. Более-менее не очень. Смотрелся нам до головы, пока ты фотку. Вот индус попросил сфоткать, сфоткал его. Сочувственно так говорит. Очень жаль, что случилось с твоей рукой. Мне тоже это очень жаль. Флаги красно-желтые. Помню, изучал, какое-то, что там это означает. Но уже, честно говоря, не помню. Ты не помнишь? Значит, ты плохо изучал. Ну да. Не, ну красное запрет, а красно-желтое. Это среднее.
Это полузапрет. Да. Ну смотри, волны есть, да? Ну, Ну да. честно волны. говоря, если бы не гипс, мне бы насрать на какие волны. Мне очень уже скучился по морю. Очень хочется уже нырнуть, освежиться. А я завтра как занырну. Представляете, 36 градусов. Водичка тепленькая. Хочется вот как те люди залезть туда, сесть и посидеть. Освежиться. Холодненькая, потому что мы шли по жаре, наверное, полчаса. Тело остыло. Ух ты. Сеня, сумку береги только. Да, все же я вам немножко соврал. Все-таки индусы есть. Не так, как, конечно, в те выходные, но есть. Потому что они в пятницу на выходные приезжают, снимают отели, приезжают на море. И до понедельника здесь отдыхают. Ну, для них Гоа, я так понимаю, как для нас. Да, съездить в Сочи, Крым. Вот они тоже так прямо на песке располагаются. Так, а вот наша вышка Биталбатимовская, которая спасательная. И наших тоже 3 шейка. Вообще получается на Биталбатиме раз, два, три. 3 шейка вместе и один вот чуть-чуть левее. Ну а ты что скажешь? Хорошо. Хочется в море? Я не знаю, я почему-то... Иди, я тебе подстрахую. Ну, отлив тоже. Посмотрите, какой отлив. Вот сейчас поворачиваю камеру. Смотрите, где шейки. Море очень-очень далеко ушло. И вот мы видим, какой заход в море. Это вот по такому вот чистому песочку, когда нормальный прилив, когда нормальное море, мы заходим. Видите, какой пологий. Чистый. Самое главное, чистый. Да, он лежит, одна какая-то бар бутылок. Но это все равно чисто. Да, хочется очень искупнуться. Хоть посидеть, что ли, залезть. А, ты же можешь посидеть. Надо было трапочку мне взять, эту одеть. А, пакет. Я просто когда моюсь, мочить нельзя, одеваю пакет на руку. Потому что, как они говорят, не мойся 2 недели. Тут такую жару не мыться. Нельзя. Мочить просто нельзя. Месяц. Месяц. Ничего, во вторник вынесут вердикт. Если все нормально, то мы, ребята, стартуем дальше. Не хочу тебя огорчать, но медсестра сказала, что ты будешь месяц с гипсом. С гипсом. Или с Что гипсом, она сказала? Это... Ой, ты будешь оспаривать решение врача? Решение судьи? Да нет, не буду. Ну, просто я знаю, у меня тоже были такие переломы. Я ездил на машине. Мне нога после операции, я и то на машине поехал. Что я с гипсом, с скутером не справлюсь. Главное, неделька, чтобы, как говорится, немножко рано залезалась. Жаль. Зажила. Поехал на автомате. Ну, а здесь тоже автомат. Скутер здесь тоже автомат. Так что все будет нормально. Доживем до вторника, а там посмотрим по самочувствию. Я сначала возьму, попробую у Ашика проехать возле дома, как. Потом, если более-менее, хотя бы, чтобы на пляж можно было ездить. Ну, посмотрим, одним словом. На следующей неделе посмотрим. Так, вот с разговорами дошли до пляжа. Что-то я смотрю, на этом пляже людей не очень-таки много. Ребята, посмотрите, как Вова зашел в море. И что он делает, если вам это видно? Он решил свои перышки почистить. Ты почистил свои перышки? Да, ребята, я, можно сказать, искупался. Ну, вроде не намочил. Капля была, но не такая уж сильная. Классно, очень здорово. Чтобы эту руку окунуть как-нибудь. А ты бы так бочком. Ага. Не хочешь?
вырос. Хорошего понемногу. Вот рыбаки закончили лов, наверное, дневной. Скрутили сети, вытащили лодку. И вот такова у нас, какова красота. Очень Это красиво. уж точно. Ты, смотрите, ребята. Смотрите, какого красавца мы нашли. Возьми-ка шорстик снимем. Вот тебе руки. Смотрите, как он в воду стал. Станешь? Видишь, как он это? Смотрите, как он защищается. Прям готов на камеру прыгнуть. Ну плыви, дружище. Убегай. Убегай давай. Натерпелся страху, конечно, пока мы тебя снимали. Цепляется что-то, расслабился бы, в океан унесло. Ну вот, эта волна, наверное, точно. Вот он, поплыл, ребята. Да, вот такого крабика. А как он сюда попал? Это, я так понимаю, вон с сетей, сети разбирают. Он там от них, наверное, избежал на свободу. С заключения, да? Потому что так редко бывает, что такие здоровые выходят на берег. Это, скорее всего, с сетей. Если вот вам видно, вдалеке вот там много народа, это уже Колва. Рыбацкие лодки. Это Колва. Здесь тоже вот какой-то отельчик. Ну, а мы пойдем обратно. Хорошо здесь, очень хорошо. Такое умиротворение, спокойствие, тишина. Ну, вот, прогулявшись, возвращаемся мы обратно. Пойдем, наверное, по той дороге, по которой мы тоже приходили. Впереди у нас Маджорда, позади у нас Колва. На Колве так немножко грязно, на Маджорде людно. Ну, понимаете, чем больше людей, тем больше мусора. Ну и на обоих пляжах будет достаточно много индусов. У нас они тоже есть, но не так много. Ну вот, друзья, прогулялись мы с вами до пляжа, по пляжу побродили. Еще раз показали наш пляж, один из любимых. Ну, на этом будем прощаться, заканчивать свое видео. От вас, конечно, лайк, хотел показать лайк, колокольчик и подписка. Ну, а с вами мы, как всегда, Екатерина и Владимир. Все, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.